Встаю в 6-7 утра, в 8 я выбегаю из дома, и мне главное не опоздать. Домой я возвращаюсь примерно в 7, 8, 9 вечера. Работа, дети, готовка и просто бесконечный список дел. А время на себя — это когда я уснула в маске и хотя бы не очень поздно. Шопинг просто бесит и раздражает. Гардероб вообще не вдохновляет, и каждое утро я думаю только о том, чтобы не опоздать, и мне уже не так важно, что же я там выбрала для себя. Если в этом вы себя узнаете, то вы абсолютно в правильном месте. Всем привет! Меня зовут Дарья Кочукова, и я рада видеть вас в этом видео на тему «Как организовать свою жизнь так, чтобы у вас было время и на себя, и на стиль». Уже более 10 лет я работаю в Париже дизайнером и персональным стилистом, и я знаю, что ситуация, которую я описала, знакома абсолютно каждой. У нас у всех много дел, мы активные женщины, девушки, у нас много работы, много дел, развлечений, и мы хотим все успеть, и время на себя совсем не остается. Но у меня есть для вас хорошая новость. Возможно организовать свою жизнь так, чтобы у вас было время и на себя, и на стиль. Смотрите это видео до конца, и вы получите очень полезную практичную информацию, которую сможете применить уже сегодня. Почему же теряется желание находить время для себя, но почему-то всегда находится время поскроллить 10 минут рилсиков? Давайте разбираться. Одна из самых больших проблем сейчас — это слово «потом», «завтра». Потом похудею, отложу это на попозже, завтра точно соберусь и сделаю уход, завтра я точно сделаю массаж, спорт, что, кому угодно. Понятно, не для всех это будет таким же актом удовольствия, как поскроллить рилсы, но на самом деле именно таким образом мы теряем контакт с собой, со своими желаниями, и когда мы не чувствуем себя, одежда перестает на нас сидеть. Мы перестаем нравиться себе. Это имеет связь и с гормональным фоном, потому что мы все прекрасно знаем, что в разные моменты цикла мы воспринимаем себя по-другому. Нам кажется, что «О, я вообще плохо выгляжу», а потом смотрим, я выглядела так же, как и 2 недели назад. Это просто мое восприятие. Но на самом деле также реагирует наше тело, когда мы теряем контакт с собой и больше не понимаем, что мы хотим, когда мы не уделяем время себе. Вы недовольны собой, не нравитесь себе, и у себя вы стоите где-то на последнем месте. Если вы когда-либо думали, что «О, она красивая, потому что ей повезло», хочу вас расстроить, это не так. Красота — это не лотерея, красота — это пошаговая система. И сегодня мы вместе станем на шаг ближе к образу женщины вашей мечты, ведь он у вас точно есть. Но что вы можете сделать уже сейчас? Выделите 5-10 минут в неделю на себя. Если это образы, если вы хотите по-новому взглянуть на свой гардероб, посвятите 10 минут и перемерьте 3 новых образа, сделайте те сочетания, которые вы никогда не делали, экспериментируйте, пробуйте. И благодаря этим 10 минутам вы можете за 10 минут перемерить на самом деле где-то образов 5, но вы найдете точно для себя что-то новое, составите полноценный образ, и уже в 1, 2, а может быть все 5 образов будут удачные, и уже будет у вас 5 образов на неделю, когда вы будете довольны выходить из дома. И, возможно, вы будете уже не выбегать из дома, потому что вот это вот мне нечего надеть перед шкафом» у некоторых девушек занимает 30-40 минут. Это реальная статистика, которую я узнаю от своих клиентов. Выделяем 10 минут, составляем 3, 2, 5 образов, сколько получится. Далее можно сразу же повесить эти образы комплектами. Считаю, что мода и стиль — это вообще не люкс, это то, что доступно абсолютно каждому. Просто нужно уделять этому времени. Самый важный фактор — это сделать фотографию на телефон и сохранить в отдельную папочку, в альбом в своей пленке образы, потому что в какой-то момент у вас будет достаточное количество образов, вы сможете открыть их, полистать и подумать, что же я хочу надеть сегодня. То есть вам даже не нужно будет открывать шкаф, но таким образом вы будете визуально помнить, что есть у вас в гардеробе. А также вы не будете хватать первое попавшееся и надевать одежду просто по привычке, потому что знаете, что плюс-минус вот этот верх с этими джинсиками прекрасно сочетаются. Второй, самый практичный шаг — это использовать мини-якоря. Такие элементы, которые сразу же повышают градус стиля вашего образа, и вам не нужно думать почему. Вы просто надеваете эту вещь, и сразу оп, у вас нарядный образ. Это работает не только со внешностью, это работает и с эмоциональной настройкой себя. У меня один из элементов таких — это как раз вот эти серьги, потому что каждый раз, когда я их надеваю, даже с белой футболкой, делаю хвост, макияж, и сразу образ становится на градус выше по стилю. И все спрашивают: «О май гад, что это такое?» Но это просто серьги, которые я нашла для себя с какого-то сайта типа Алиэкспресса.
И ношу их каждый день, потому что они очень хорошо работают в моем образе. У вас же это могут быть серьги, кольцо, это может быть колье, это может быть даже любимый парфюм, какая-то кофта, в которой вы нравитесь себе. Иногда это может быть фурнитура, например, обратите внимание на пуговички. Если в вашем кардигане красивые пуговицы, он сразу приобретает другой вид. И это очень важно, чтобы настроить себя и понравиться себе. Господи, что это за произведение искусства? Если вы уходите в 7 утра, приезжаете в 9 часов домой, скорее всего, вам нужно расслабиться, вы устали, и у вас дома еще есть миллион домашних дел, которые нужно сделать. Но здесь по принципу книги «Атомные привычки» мы интегрируем новые привычки, которые занимают 5 минут в нашу рутину. И нам нужно сформировать эту цепочку. Например, после душа я сразу иду выбирать образ на следующий день. Пока закипает чайник, я посмотрю в своей галерее фотографии либо в шкафу, что я могу одеть завтра утром. Если у вас есть пару минут вечером, подумайте, в чем вы нравились себе, как бы вы хотели выглядеть, потому что именно интеграция маленьких привычек, тем самым оптимизация времени позволяет вам шаг за шагом двинуться к своей желаемой цели, больше не думать о том, что надеть, а иметь готовую систему. Чтобы стиль стал системой, женщина часто говорит: мне нужен стилист, мне нужна капсула, мне нужно сочетание всевозможных образов у себя в гардеробе. Но на самом деле это все готовые решения, они не позволяют вам иметь стиль, который является системой, который вшит в вашу базу данных. Потому что, чтобы стиль стал системой, вам важно знать, какие цвета вам идут, в чем вы себе нравитесь, какой крой вам идет. Стилист может и дает, если это хороший стилист, и он учитывает все ваши индивидуальные параметры, он дает вам готовое решение. Но если вы не хотите, не желаете, у вас нет времени и вообще ресурсов на это, работать постоянно со стилистом, вам важно знать самостоятельно свою формулу стиля. Она состоит из простых пунктов, которые мы разбираем, например, на курсе ФАМ, где постепенно за 28 дней вы четко понимаете: мне идут вот такие цвета, мне идет вот такой вот крой, я вот это с этим могу сочетать. У вас есть понятный файл, например, по текстурам, что с чем сочетается, какие цвета с чем сочетаются. Именно эти знания позволяют вам превратить стиль в систему, которая не требует большого количества времени. Вам важно знать, какие элементы во мне включают женственность, какие элементы во мне включают бигбоссы. Красота – это отражение нашего внутреннего во внешнем мире, и не наоборот. Потому что то, что я сейчас вижу в мире стилистов онлайн, которые прошли один курс, постоянно потребляя капсулы, советы, тренды от экспертов, которые вас не видели вживую, не даст абсолютно никакого результата. Это дает результат только если вы сами себя хорошо знаете, какие силуэты мне идут, какие цвета мне идут, как мне комфортно, в чем я чувствую себя уверенно, а что я точно не хочу надевать, даже если это будет самым глобальным трендом, и я предпочту быть не модной, чем чувствовать себя некомфортно. Именно поэтому я хочу, чтобы вы в своей жизни находили 5-10 минут, внедряли новые привычки, и постепенно у вас уйдет тревога, что надеть из головы, потому что вы поэкспериментируете и поймете, к чему вы ближе, что вам откликается, что вам подходит и не подходит. А если хотите разобраться с этим раз и навсегда, всегда welcome ко мне, я всегда с удовольствием вам помогу. Домашнее задание. Откройте блокнот или заметки и ответьте себе честно на несколько вопросов. Первый вопрос. Как давно вы чувствовали себя красивой, какой образ на вас был и в каких условиях вы находились, почему вы чувствовали себя красивой? Какие 3 вещи в своем гардеробе вы просто обожаете? Вот вы их надеваете, чувствуете: это я красотка. Очень важный вопрос. В чем вы всегда чувствуете себя не собой? У меня это абсолютно всегда тонкий трикотаж, кардиганы в стиле миу-миу, которые такие популярные. Я всегда в них чувствую себя просто уродцем. Это настолько не мое, мне это так не идет, что я просто не могу это терпеть. И каждый раз я иногда из интереса я все равно это меряю, но я знаю, что мне это не идет, и каждый раз я убеждаюсь, что о май гад, нет, вот это вот вообще никогда не для меня. Поэтому запишите, в каких вещах вы всегда чувствуете себя не собой. Это могут быть платья в маленький цветочек, короткие юбки, длинные юбки, но будьте объективны, потому что иногда, часто девушки не понимают свою красоту, и у них могут быть роскошные, прекрасные ноги, идеальная фигура, глаза, плечи, рост, красота, и они придираются к себе, говорят: я слишком высокая, у меня не те ноги, у меня не та фигура. Камон, приходите, идите ко мне, я вам расскажу, какая вы красивая.
Потому что, я не знаю, мне всегда до слез обидно, когда девушки не видят свою красоту. Я не планировала здесь плакать вам, но вот так вот. Следующий вопрос. Выберите 10 минут в вашем дне, которые вы можете вернуть себе с фокусом на себя. Это может быть забота о образах, поиск каких-то вещей иногда онлайн. Это может быть поход в магазин, в который вы давно хотели попасть и проходите мимо каждый день, но говорите: ой, нет, завтра, это завтра никогда не наступает. Это может быть уход за кожей, за волосами, за фигурой. Выберите 10 минут в день вместо скроллинга рилсов или что-то еще, чтобы подарить это время себе. Бонусное задание — это соберите 2-3 готовых образа из вашего гардероба и сохраните себе в папочку. Это будет ваша будущая библиотека стиля и таким образом будущая библиотека уверенности, потому что в какой-то момент вы сможете открыть и посмотреть, и уже будут готовые образы. Главное, помните, вы не обязаны быть идеальной, вы можете быть собой, сильной, слабой, уверенной, где-то сомневающейся и такой, какая вы есть, настоящей. Потому что одежда, стиль, красота — это вообще не про вещи, это язык, которым мы коммуницируем с миром, которым мы коммуницируем с собой. И большая часть понимания своего стиля строится у нас во внутреннем мире. Поэтому очень важно, чтобы люди, с которыми вы занимаетесь стилем, видели вас вживую и могли подсказать конкретно, что подходит именно вам. А я с удовольствием помогу вам пройти этот путь к женщине своей мечты, чтобы вы смотрели на себя и понимали, что вот именно такой я хотела быть, я собой довольна. Начнем с заботы о себе, и через нее мы уже сможем сделать абсолютно все, что мы хотим в этой жизни. А я остаюсь с вами, пишите ваши комментарии, отзывы, присылайте образы, которые вы составили. Если хотите получить комментарий, я буду вам очень рада. Обнимаю всех и до скорой встречи. Пока-пока.